Друзья, что мы знаем об индейцах? В детстве я верил, что этот воинственный народ живет в вигвамах, воюет с американцами, снимает скальпы и скрывается в каких-то далеких резервациях. Я знал их как отважных героев книг и фильмов, которыми я увлекался и которые все перечитал. Покахонтас там и все остальное. В общем, кто же они на самом деле? Как они сейчас живут и какое место они занимают в американском обществе, в современном мире? Я расскажу вам в этом выпуске. Образ индейцев, который я представлял для себя до недавнего времени, оказывается, не имеет ничего общего с реальностью. 80% индейцев живут по всей Америке, а не в каких-то своих там резервациях, вигвамах, получают высшее образование, работают в IT и занимаются, в общем, обычными современными профессиями, носят футболки и джинсы, а свои костюмы надевают только на фестивале. Многие из них владеют бизнесами, очень большие, огромные, многомиллиардные доходы они получают от казино. У них есть своя полиция, свое государство в государстве. У некоторых племен даже есть свои паспорта, по которым они могут ездить за границу, в отличие от американского паспорта. Больше чем половина индейцев имеют высшее образование или учатся в колледжах. Среди индейцев есть знаменитые актеры Голливуда, кино, эстрады, о которых вы наверняка тоже знаете. И вот еще один интересный факт, о котором я расскажу подробнее. Несмотря на то, что индейцы – это завоеванная нация, она, как никто другой в Америке, больше всего служит в американской армии. А сейчас обо всем этом и в подробностях. Погнали! В прошлом месяце я посетил Северную Дакоту, покатался там по всему штату, и это был первый мой штат, в котором я больше всего увидел индейских резерваций. И у меня была возможность посетить эти резервации, познакомиться с ними поближе, посмотреть на их образ и стиль жизни. Для начала давайте разберемся с самим словом резервация, что оно означает на практике. Потому что для меня и, наверное, для многих, как я слышу по разговорам, резервация — это что-то такое вроде концлагеря или тюрьмы, куда бедных индейцев согнали, и все, оттуда они не имеют права никуда не выйти, не жить, ничего. Нет, это не так. На самом деле сейчас индейцы могут жить где угодно, заниматься чем угодно, и у них, в общем, все права американских граждан. Но резервация — это, по сути, земля, которая застолблена только за ними, больше никто не имеет права на нее претендовать. И в отличие от других земель, да, где государство может ее там продавать, делать с ней все что угодно, резервацией распоряжается только индейская комьюнити, то есть только индейская община, и принимает решение, что с ней делать. То есть это просто что-то закрепленное, забронированное за ними навсегда. И по-хорошему... Но бывают исключения, и о них я тоже расскажу в этом выпуске. Никто, кроме индейцев этого комьюнити, не может ей распоряжаться, что как бы очень классно. То есть, по сути, государство отдает эту землю в полное пользование индейцам, и больше никто не имеет права на нее претендовать никогда. Я сейчас нахожусь на земле, так сказать, на месте под названием Little Big Horn Battlefield Memorial. Вот такая вот земля, холмы, значит, видите, вроде ничего особенного. Но на самом деле, видите, что это историческое место, тут везде таблички с тем, что происходило. А происходила здесь очень важная битва между индейцами и полком лейтенанта Коллана, который и стал знаменитым. Последняя битва лейтенанта Коллана, лейтенант-полковника, как-то так назывался. Чем же эта битва знаменита? Ну, по сути, это битва 300 спартанцев с армией. То есть не такой большой, маленькой группой индейцев с очень большой группой американских солдат в 1876 году. А что же в этом особенного, спросите вы? Я вам отвечу. К этому времени большинство вопросов с резервациями, с землей, с отношением индейцев и американцев уже было решено. Все поделили, все дружно живут и радуются. Но, как это не удивительно, после того, как все это поделили, здесь была уже законная, легальная индейская резервация, внезапно здесь нашлось золото, да. И американцы, естественно,
такие: да ничего не знаем вообще, не было никаких договоренностей, давайте-ка нафиг отсюда. И начали индейцев вытеснять еще дальше, вглубь страны, в общем, и все, что они там обещали и подписывали, забыли. Этот пример, наверное, не единственный, но чем же он особенный? Особенно он тем, что индейцы в этот раз победили эту битву. Небольшая группа индейцев положила более 250 солдат, включая самого лейтенанта-полковника, и отстояла свою землю. И только потом правительство, конечно, не сдалось, послало сюда регулярную армию, и в итоге все отжало. Как бы тут ничего удивительного нет, но для индейцев с тех пор это место стало символом борьбы, символом того, что они могут побеждать, и символом того, что бесполезно с правительством договариваться. И вот, значит, такой здесь установлен мемориал, где написано Troops A, B, D, G, H, K и 7-я кавалерия и все остальные ребята были разгромлены индейцами Сиокс племени 25 июня и 26 июня 1876 года. Самое обидное, наверное, даже не в том, что это произошло, а в том, что до сегодняшнего момента американское правительство не признало и не извинилось официально перед индейцами, как и не вернуло им ни кусочка этой земли, которую они тогда отжали. Оно предлагало им денежную компенсацию, но, естественно, индейцы их глубоко послали и сказали: нам, кроме нашей земли, больше ничего не нужно. А землю никто уже назад не отдает. Так что такая история. И этот мемориал даже какое-то двойственное чувство вызывает, потому что до середины 20 века этот лейтенант-полковник считался чуть ли не национальной знаменитостью, что он героически погиб тут и, значит, воевал за свободу и права американцев. И только потом, в 80-х, суд признал, что это все было незаконно, и никакой он не герой, а обычный бандит. Но где-то это осталось в глубине недосказано, а официальных извинений так и не последовало, как и возврата земли. Вот такие вот правительства. Везде одинаковые. В этот раз я попал к индейцам племени Арикара. Она находится в Северной Дакоте. И в месте под названием White Shield Reservation, то есть Белый щит по-русски переводится, проходил один из самых больших фестивалей в Америке, индейский, под названием Пау-Вау, где индейцы со всех других штатов, в том числе и из этого тоже, съезжались, чтобы показать себя, посмотреть на других, показать свое умение танцевать, пообщаться и, так сказать, просто поддержать культурные традиции. Давайте я расскажу вначале немножко о том, что такое вообще Пау-Вау, как он проходит, из чего он состоит. Пау-Вау на языке индейцев означает священный танец или духовное собрание. В нашем настоящем времени они проходят в разных штатах по всему северному американскому континенту, начиная от Канады там, и заканчивая Мексикой. Это могут быть как маленькие какие-то фестивали локальные, так и всей страны, на которые съезжаются участники со всех штатов. Такие фестивали, они открыты для всех, и для американцев, и для туристов, и для индейцев. В общем, приходите все, кто угодно, они бесплатные, доступны для всех. Но, тем не менее, как удивительно не было, я не встречал там практически никого, кроме индейцев. То есть такое чувство, что американцы, я имею в виду те, которые, так сказать, европейские американцы, они немножечко, в общем, опасаются или как-то некомфортно себя чувствуют на таких мероприятиях. И тут у меня не вызывает удивления, почему так происходит. На то много исторических причин. Ну, а если они бесплатные, и в том числе за победу в конкурсах там даются очень немаленькие призы, то есть есть много видов танцев, и, допустим, за первое место в каком-то виде танцев в этот раз давали там $3000, за второе место 2000, за третье 1000 там, и так далее. То есть это достаточно большой призовой фонд, учитывая, что там две категории: мужчины, женщины,
и 5 возрастных групп, то есть вы можете представить, сколько в итоге денег было роздано. Большая часть финансируется за счет племенных советов и местных органов управления резервациями. Но также спонсорами могут выступлять и крупные какие-то компании, в основном казино, которые принадлежат племенам и выделяют значительные средства на эту организацию и призы. Ну и, конечно, пауау — это не только танцы и призы, а это, в принципе, культурное мероприятие и место встречи разных племен, обмена какой-то информацией, опытом, ну и, в принципе, укрепление, так сказать, связей нативных американцев. С чего начинается пауау и как он проходит? День открытия начинается, любой день, он проходит несколько дней, любое утро начинается с церемонии поднятия флагов. Обычно поднимается американский флаг, флаг племени и флаги ветеранов, в общем, всех, так сказать, кем у них есть повод гордиться. Дальше самое важное — это Grand Entry, то есть большой выход, когда все танцоры, все, кто принимает участие в этом фестивале, даже если ты не выступаешь в этот день, а на следующий, все в полных своих костюмах выходят на танцевальный круг. Это сопровождается барабанами, песнями, представлением участников, с какой они общины, значит, с какого штата, знакомство, так сказать, друг с другом и со зрителями. После этого уже идут различные танцы в разных категориях, какие-то конкурсы, выступления. То есть это могут быть как и общепринятые национальные танцы, так и какие-то благотворительные танцы, которые приурочены к какой-то конкретному событию, или кто-то вот из семьи или из общины хочет провести так называемый special, специальный танец, чтобы либо почтить кого-то память, либо отблагодарить, либо, в общем, как-то либо о чем-то заявить, так сказать, во всеуслышание с помощью вот привлечения внимания в виде танца. Еще одна интересная вещь, которую я заметил, которая была перед танцами, это так называемая церемония обхода зала для пожертвований. То есть какая-то община или какая-то семья, им что-то нужно. Допустим, у них, не знаю, там ребенка в школу собирают, или вернулся из армии молодой человек, которому нужны какие-то базовые деньги на то, чтобы начать строить жизнь, там, купить дом. Семья, группа и почетные их гости, если он есть, обходит весь зал под звуки барабанов с корзинкой, очень медленно, то есть в такт музыки, и все, кто хочет, может подойти к ним, пожать им руку и дать вот это пожертвование небольшое в корзинку или в руки, значит, тем, кто его собирает. После этого в конце семья возвращается на начало и с помощью подарков благодарит всех, кто, в общем, заслужил благодарность. Не только тех, кто дал пожертвования, а в принципе, кто для их семьи что-то вот сделал, кому они хотят выразить уважение и поддержку. Все практически знаки благодарности, которые я видел от индейцев вот в таких ситуациях, выражаются с помощью дарения именных одеял индейских. Это не обязательно одеяло, которое они сами сделали, они могут купить его где-то, но тем не менее такие одеяла считаются очень важными, и ими ни в коем случае не пользуются. То есть это как регалии такие, да, которые могут либо храниться вот на стенах в качестве украшения, либо где-то там в сундуках тоже как часть состояния этого племени. Значит, все это дело происходит вот на такой официальной пауау-арене. Видите, мы еще только готовимся к выступлениям. Еще никого практически нету, но скоро все начнется. Вот тут, значит, мой сетап, фотоаппарат. Видео буду снимать на триподе, стульчик. Все готово. Вот мы видим, также приехала тут полиция, причем не просто местная полиция, а командный центр индейской полиции. Не просто так. Вот видите, Arikara Nation, полиция, и у них тут и джипы, и вот старые джипы. Ну и я, конечно, тут у них тоже есть, вот стою. Так что скоро все начнется и будет безопасно. Значит, скажу сразу, как поется в той самой известной песне: Вано никто не звал, он как-то сам прилип. То есть на этот фестиваль меня никто не приглашал, и попал я туда чисто случайно. Когда я узнал о том, что он проводится, я пробовал связаться с организаторами, они мне ничего не ответили, и это я уже понял, такая, видимо, национальная черта индейцев. Они очень редко пользуются социальными какими-то сетями, мессенджерами, имейлами, очень редко отвечают, а незнакомым людям тем более стараются вообще не отвечать. Ехать просто так было очень стрёмно, но я приехал, нашел организаторов уже там,
Тоже это очень странно получилось. Я ведь привык, что раз у меня большой крутой фотоаппарат, то обычно на каких-то мероприятиях не возникает вопросов, ну что за чувак, что он тут делает, потому что явно видно, что профессиональный фотограф, то скорее его всего кто-то нанял, не будет же человек сам просто так это нефиг делать, бесплатно снимать тут 3 дня, работать, и может нефиг делать, что ли, больше. Вот, поэтому я с таким же настроением, в общем, снимал первый день и уже настолько расслабился, что вышел практически уже на середину арены, чтобы все это дело снимать, что никто ко мне ничего не подходил, ничего не спрашивал. Когда слышу, как ведущий этого мероприятия в микрофон говорит: а что это у нас, говорит, тут за белый чувак такой непонятно? Ты, говорит, откуда? Тебе что нравится, индейцев снимать на камеру? Ну, тут главное в таких ситуациях не пытаться оправдываться, а не пытаться переубеждать и доказывать, что я вообще мимо проходил. Да, подыграть и сказать, что, собственно, я и сделал. Говорю, да, ребята, говорю, вот ваш фестиваль, говорю, офигенный. Я просто обожаю снимать вас. И вот специально приехал вас поснимать, поэтому вы говорю, крутые. Он что сказал после этого? Как вы думаете? Не догадаетесь? Он спросил у меня, опять же, в микрофон, на всю аудиторию, сколько там, не знаю, 1000 человек было. Ну вот, в общем, этот товарищ объявляет, спрашивает меня, значит, на весь этот зал, говорит, а ты, говорит, женат? Откуда ты? Я говорю, из Нью-Джерси. Нет, говорю, не женат. Он такой, так, значит, дом у тебя есть? Машина у тебя есть? Я говорю, да, есть, все есть. Он такой, так, ребята, значит, все в зале, срочно ищем ему невесту. Будем сейчас выдавать его сюда. Ну, понятно, что все это в шутку было, но мне на секундочку стало так немножечко интересно. Ну, в общем, так мы познакомились со всем залом, и после этого уже никто на меня продолжал не обращать внимания. Я снимал сколько хотел, где хотел, все, что хотел. И расскажу вам сейчас немножко о том, что же там происходило. Теперь немного о танцах. Их не так много видов существует. Я насчитал где-то штук 5 у мужчин и у женщин, соответственно. И они, конечно, разные. Самый известный у них исторический танец так и называется традиционный танец. Это танец, который воины, значит, отражали свое движение в бою или на охоте, когда танцоры изображают охотника, который выслеживает там добычу или обходит врага. Здесь акценты тут на осторожность, на бдительность, на какую-то координацию и четкость. Этот танец делали, чтобы сделать духовную подготовку к какой-то битве или к охоте и закрепить связь с предками. Так сказать, помогал поднять их боевой дух и настроить на защиту либо на атаку, в общем, в зависимости от того, какой контекст. В данном типе танцев костюм минимален, чтобы не мешать движению, и он, так сказать, не должен быть каким-то вызывающим, наоборот, должен символизировать практичность, готовность к бою и удобство движения. Еще один интересный по своей сути танец называется grass dance, то есть танец травы. Он использовался не у всех индейцев, а у только некоторых племен Великих Равнин, то есть там, где была трава, потому что иногда индейцы и в пустыне жили. Этот танец предположительно использовался для подготовки лагеря. То есть индейцы приходят на новое место, заселяться, там разбивать свои палатки, шатры, и танцоры своим движением как бы приминают траву будущего места лагеря, чтобы создать ровное место для лагеря или для церемонии. В этом танце движение плавное, скользящее, имитирует колышущую траву на ветру. И, как они мне объяснили, потом, после такого танца и после того, как племя все свернет и уйдет в какое-то другое место кочевать, трава могла возвращаться к жизни, то есть назад подниматься, и невозможно было определить, что вот в этом месте стояли индейцы. Ну и также это и символизирует возвращение к жизни, гармонию с природой и возрождение природы в целом. В данном танце костюмы обычно украшены длинной бахромой, напоминающей траву, и подчеркивается связь с землей. Следующий танец — fancy dance, то есть яркий танец. Он появился не так давно, в 1920-х, где-то 30-х годах, когда, наконец, многие индейцы стали посещать ярмарки, фестивали, так сказать, и проявлять, так сказать, публичность.
Этот танец, собственно, и создавался для привлечения своего внимания, показа ловкости, яркости, энергии. В общем, его смысл был привлечь больше людей к интересам индейцев, к тому, чтобы их как бы пропиарить, показать, какие они классные, крутые, спортивные. И в данном танце, обычно исполняющиеся молодежью, много прыжков, вращения, резких движений, яркие костюмы, куча перьев. В общем, все для динамики и зрелищности. Этот танец, как тоже мне говорили, в общем, он такая попытка обновления и адаптации традиций к современным условиям, к тому, чтобы вот не быть слишком скучными, слишком примитивными, они немножко разнообразили свою культуру вот таким танцем. Ну и, конечно, хотя это очень сложно сказать по индейцам, которые практически никогда не улыбаются, у них всегда выражение лица строгое, даже немножко сердитое и такое немножко надменное. И тут тоже, конечно, все уходит в глубокие корни культуры, когда, так сказать, смех беспричинный признак, сами знаете чего. Но, тем не менее, нашлось место и шуткам. И у них есть танец, который называется танец курицы, chicken dance. И этот танец именно имитирует движение курицы, как она там что-то поклевывает, высматривает. Создан просто, чтобы вызвать улыбку, поднять настроение. Такой вот театр. Танец в основном исполняют дети, молодые мужчины, как часть каких-то своих обучающих ритуалов, чтобы показать свою ловкость, легкость, чувство юмора. И костюм тут, соответственно, тоже простой, непринужденный, движения игривые, такие вот, значит, имитирующие курицу. Это все, что касается мужских танцев. Кстати, вот, например, сейчас я иду, делаю хайк в лесу, который находится на территории индейской резервации. И сюда так просто уже тоже не попасть. То есть посторонним вход запрещен. Но, естественно, ты можешь купить за деньги пермит, как лицензию на посещение индейской резервации, прям онлайн. И лицензия начинается от разрешения на просто хайки, на походы, и заканчивается лицензиями на охоту, рыболовство, даже на то, чтобы проехаться на скутере каком-то, на квадроцикле, тоже нужно все отдельная лицензия, поэтому вот как бы это такой способ зарабатывать и ограничить посещение людей, ну, на халяву, скажем так. Поэтому я онлайн купил просто за $10 пермит, и вот теперь иду с спокойной душой, что меня никто не остановит, потому что если бы остановили без пермита, то штрафы тут очень сильные. Зато никого вокруг нет. Вот такая вот дорога, и внизу там где-то речка, значит, шумит. Да, малинка растет дикая. Хорошо бродить по лесу, можно собирать ягоды вот прямо живьем. И малина тут, и хаклберри, и ешь, в общем, не хочу. Вкуснотища. 100% органический продукт, малинка. Переходим к женским танцам. Женские танцы тоже начинаются с традиционного. Есть традиционный женский танец северных народов, есть традиционный женский танец южных народов. Конечно, с разными природой, с разной культурой. Они немного отличаются, но общий их посыл в том, чтобы отразить женскую роль в племени, как хранительницы очага, матери и защитницы их культуры. В этом танце неторопливом движения плавные, величественные, которые символизируют заботу, стабильность и связь с землей и с предками. Костюмы в этом танце очень сложные на самом деле, хоть оно не так кричащее, не такие кричащие там с перьями и ленточками, как мужские, но вы бы видели, насколько кропотливая работа вот сделать эту всю кожу с бисерной вышивкой, бахромой, наверное, занимает годы, и, возможно, эти костюмы даже передаются по наследству, потому что, очень сложно их делать, я уверен. Этот танец исполняется не только на пауапс, но в принципе на внутренних каких-то церемониях, чтобы благословить сообщество, выразить благодарность природе, и укрепить, опять же, связь с предками. Еще один танец называется танец в платьях с колокольчиками, или по-английски Jingle Dress Dance. Это мой самый любимый танец, возможно, потому что я люблю Рождество, люблю колокольчики. Моя любимая песня Jingle Bells вот чем-то похожа на этот танец.
Возник он не так давно, в начале 20 века, и связывают его с исцеляющими молитвами. Считается, что звук колокольчиков приносит им здоровье, духовное очищение и, в принципе, чистоту мыслей и очищение души. Танцуют женщины, их движение сопровождается тоже, значит, плавностью, грацией, хотя и оно уже более динамичное. И вот эти вот сотни тысяч колокольчиков, пришитые к платью, на удивление, ни одной из них не... На удивление, ни один из этих колокольчиков не отрывался, хотя они там реально танцевали очень динамично и очень ярко. И действительно, такой стоит звон приятный вокруг, что вот даже барабанов особо не слышно, но звон просто вот куда-то тебя уносит далеко. Очень классный танец, в общем, мне очень понравился. И так же, как у мужчин есть яркий танец, да, когда они там танцуют со всеми перьями и ленточками, также и у женщин есть свой яркий танец, но называется уже яркий танец с накидкой, то есть танец с платочком, в общем, условно, да. Он появился уже позже, как более современная тоже интерпретация, адаптация традиционных танцев и символизирует бабочку, которая возрождается, и красоту природы, такая легкость, значит, динамика и новый какой-то стиль уже тоже призваны к тому, чтобы разнообразить их культуру и адаптацию к современным реалиям. Тут, значит, женщины, как вы видите, исполняют быстрые, плавные движения, развивая яркие шали и немножко, да, на самом деле напоминают бабочек, таких вот стрекоз и, в общем, лето, жизнь, энергию. Костюм у них украшен тоже бисером, лентами. В общем, тоже костюмы, я думаю, непростые, но тут костюмы, конечно, оцениваются отдельно, но самое важное — это движение тела, грация, чувство ритма. Тут как бы очень много параметров, по которым судьи оценивают их способности. А вот так, друзья, выглядит индийская така. Это индийская лепешка фри, то есть пожаренная в масле. А сверху, как обычно, овощи. И где-то тут должно быть даже мясо спрятанное. Может, даже бидон. Так что буду пробовать. Довелось мне заглянуть и на родео, которое является одним из самых колоритных и, наверное, противоречивых видов спорта в США. Корнями уходит он далеко, там, 18-19 век, когда еще на ранчо ковбои соревновались между собой в умении управляться с лошадьми и скотом. Но эти рабочие будни постепенно превратились в спорт, как это обычно бывает. Сегодня родео — это реальная индустрия с миллионными призовыми и миллиардными, значит, оборотами в целом. Поэтому так много противоречий за и против родео. Те, кто, естественно, лоббирует за родео, говорят, что родео — это часть американской культуры, ее идентичности, символ Дикого Запада, что это спорт и важный туристический, экономический драйвер для маленьких городков, которые на самом деле этими состязаниями питаются во многом. Но против, естественно, активисты, которые критикуют родео за жестокое обращение с животными. Есть риск серьезных травм, как и для быков, так и для лошадей, и постоянно они случаются, и таких животных, значит, пристреливают, и быстро очень они изнашиваются. Но интересно, что для многих участников родео это не шоу, а именно продолжение их семейных традиций, где навыки, оборудование и какие-то секреты передаются из поколения в поколение. Ну что, пасу коров на водопой. Ну и, конечно, мой эпизод был бы неполным, если бы я не упомянул, не рассказал немножко о бизонах или буффало, как его часто называют в США. По-простому это американский зубр. Но для американцев, для коренных американцев, это не просто животное, а это был их символ жизни, выживания, верования, ну и, в общем, всего вместе взятого. Таким, что называется, супермаркетом на 4 ногах. И мясо для пищи, и шкура для одежды, и покрытие для типи, кости, орудия и украшения, сухие жилы, это нити прочная, и даже рога шли на посуду. То есть разбирался на запчасти полностью. В некоторых культурах он, конечно, имел, в большинстве племен он имел сакральное значение и считался даром от духов и где-то там воплощение предков.
С бизонами чуть не произошла конкретная трагедия, они чуть не вымерли, потому что в 19 веке, во время колонизации, американские власти практически полностью их уничтожили. С десятков миллионов особей до оставалось там несколько сотен буквально. Это был такой вот антигуманный способ лишить индейцев ресурсов и заставить их переселяться в резервации. Сегодня, к счастью, бизоны восстановлены до примерно там 500 000 голов, но многие из них живут на частных ранчо, как домашний скот. Дикие стада сохранились только лишь в национальных охраняемых парках, вроде Йеллоустоуна, Рузвельт парка и некоторых других вот на западе и на севере США. И бизон снова стал частью культуры и экономики. Его все еще разводят, чтобы использовать в хозяйствах, в ритуалах и традиционной кухне. Интересно, что бизон может развивать скорость до 60 км в час и прыгать на 2 метра в высоту, несмотря на то, что он весит около тонны. И в некоторых резервациях индейских мясо бизона составляет главный элемент школьных обедов, чтобы вернуть детям традиционное питание. Индейцы раньше каким способом охотились на бизонов? Они их загоняли на верхушку скалы, гнали, и потом бизоны попросту падали с этой скалы и разбивались внизу, где там уже ждали их хозяюшки и, в общем, разбирали на запчасти. Вот такие вот это исторические животные, которые дожили до наших дней. И знаете, чего я до сих пор не могу понять? На фестивале индейцы очень с гордостью и теплом относились к своим ветеранам, которые служили в американской армии, во Вьетнаме, в Ираке, в других местах. И, в общем, для них, конечно, эти люди предмет национальной гордости, своей гордости. Но там прозвучала фраза во время поднятия флага, которую вождь сказал, что несмотря на то, как Америка, как правительство обошлось с нами, как они нас унижали и завоевывали, все остальное, мы продолжаем служить своей стране, мы продолжаем ее чтить, уважать, в общем, и делать для нее все, что можно. Я вижу 3 больших причины, по которым они это делают. Во-первых, индейцы сами по себе воины изначально. Война, защита своего племени, показ своей храбрости, силы – это часть их культуры. И они таким образом ищут, где и как можно сублимировать, и находят это в войне, пусть даже внешне, но тем не менее, показать, что ты воевал, показать, что ты сражался, получил ранение, может не получил, или погиб – это большая честь для его племени, для его рода, для него самого. Поэтому не ищут возможности, чтобы эти традиции где-то выражать. И вот внешние войны позволяют это делать, когда внутри страны уже воинов больше нету, никто на племя не нападает. Вторая проблема, более банальная, это нищета индейцев. И государство, если ты служишь, дает тебе льготные кредиты, дает тебе бесплатное образование в колледжах, которые очень дорогие в Америке. И много других плюшек, как любому американскому солдату из бедных семей, из бедных штатов, которые сами бы никогда этого не добились. Но послужи, и тебе и денежек отвалят, и образование сделают, и скидочку на посещение вот таких вот парков дадут, и, в общем, куча других плюшек. Особенно, если ты живешь где-то в резервации, и у тебя будущее очень туманно. Ну и третья причина, она такая немножко грустная, но все-таки индейцы это меньшинство в Америке. И американцы, которые приехали сюда, они относятся к ним как, немножко к людям второго сорта и как бы за своих не принимают, не уважают. В общем, как и к черным, наверное, как и к многим другим меньшинствам. Поэтому индейцы видят в участвовании в сражениях, они видят возможность доказать и показать себя как людей равных американцам, то есть завоевать уважение к себе. Я бы не сказал, что это как-то работает, если честно, но
Вот у них такой вот, значит, мотив. Мы сейчас за вас подеремся, умрем и что-то еще. И вы начнете к нам наконец-то относиться с достоинством. А если у вас еще какие-то идеи, почему такое может быть, напишите в комментарии, мне будет тоже интересно. Вокруг этого поля только могилы солдат, которые полегли здесь. Да дикие лошади, как символ свободы и сильного духа индейцев.